Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на канал! Давайте же сегодня будем перестраивать квартиру для матери-одиночки, которая учится в университете, воспитывает маленькую дочку и решила снять вот такую вот небольшую квартирку в новом городе, которая пришла к нам с эко-жизнью. Мне очень нравятся здесь квартирки. Некоторые, кстати, вот их ругают, что они такие маленькие, они какие-то такие неказистенькие, странная планировка. Но учитывая то, что я в принципе очень люблю перестраивать квартиры, и сам Мишуна уже немножко поднадоел, потому что практически все квартиры там уже перестроены, то какое-то обновление тоже хорошо. Эта квартирка такая, она немножко разнокалиберная, мебель у нее, потому что идея была в том, что как бы мама переехала с дочкой, с маленькой в эту квартирку, и ей отдали все, что было, там из серии кто-то дал ей, не знаю, холодильник как раз-таки, скорее всего, приехал с ней с университета, кто-то дал микроволновку, кто-то одолжил какие-то другие вещи, стол, кровать, еще что-то, поэтому все немножечко такое разное. Зато очень колоритная, и за счет того, что маленький ребенок, здесь много всяких деталей, игрушек, дополнений, светяшек, для того, чтобы маленькому ребенку было здесь комфортно и уютно, и везде ковры лежат для того, чтобы маленькая девочка могла ползать, ей было тепло и комфортно. И в принципе я постаралась насытить кухню такими деталями, я много покопалась в отладках, для того, чтобы дополнить маленькими детальками, там, вот этими чашечками, грязной посудой. Мне кажется, это придает какой-то такой жизни этой квартиры. И очень люблю, конечно, копаться в отладке. Кто не пробовал, очень-очень советую. И, конечно же, за счет того, что наша мамочка, она еще учится, то есть в Симсах сейчас, к счастью, есть возможность работать на фрилансе, и удобно это совмещать с университетом, то есть вполне возможно даже оплачивать свою учебу при этом. И она, собственно говоря, так и делает. Она оплачивает свою учебу, квартиру, свою маленькую дочку воспитывает, учится, работает. И у нее есть вот такое вот комфортное место, которое она обставила так, как ей понравилось, с 2 столами. Тоже, скорее всего, кто-то отдал один стол, потом еще один стол. В итоге у нее 2 больших стола, второй из которых она использует больше для хранения. Там куча всего внизу, наверху. Вся полка тоже заставлена всякими вещами, нужными и ненужными. В общем, когда в доме маленький ребенок, на самом деле каждый сантиметр чем-то заставлен, потому что куча всяких предметов, которые постоянно нужны или не нужны. В общем, как-то это все быстренько захламляется. Рядышком располагается небольшой уголок такой, вроде как гостиная, столовая, кабинетная. Это все в одном помещении у нас расположено, потому что квартира небольшая. Но я переделала планировку так, чтобы это было немножко не банально, потому что все равно практически все квартиры сделаны так, что ты заходишь, и у тебя кухня, которая плавно переходит в гостиную. Здесь, в принципе, у меня точно так же, но кухню я переместила в другое место, что немножко нестандартно, но зато на кухне есть окно. Вот с окнами в новых квартирах немножечко проблемки. Я заметила, что их маловато, как мне кажется. И гостиную я тоже насытила кучей деталей, кучей всяких игрушечек, маленьких штучечек. Еще очень люблю вот эти креслицы детские и пуфики. Мне кажется, они придают такого нечеловеческого уюта, как раз таки человеческого уюта они придают. Немножко покрутилась с пространством, потому что мне сначала показалось, что слишком узко. Еще люблю, кстати, вот эти картинки, которые из Tiny Living. Они прекрасны, у них много вариантов. Я их очень люблю, они такие простые, но очень милые и придают такой уютности каждому дому, в который я их засовываю. Я ими часто пользуюсь, честно признаться. Здесь типа гостиная, входная, прихожая, в общем, все вместе, такой вход
где можно расположить свои вещи. В принципе, в Симсах обычно этого не делают, такого никакого пространства, но мы люди привычные, знаем, что когда ты входишь, нужно разбуться, снять верхнюю одежду, и можно это все оставить в прихожей, это удобненько. Ванная у них очень маленькая, и она именно с ванной, потому что когда маленький ребенок, тодлер, нужна обязательно ванна для того, чтобы его мыть, поэтому я сначала хотела обойтись только душем, но потом вспомнила, что ребенок, и пришлось ему установить достаточно хорошую ванну. И вот в конце мы уже переходим в спальню девочек. Она такая вся в зелено-мятных тонах, тоже насыщена всякими шкафчиками, детальками. Я постаралась здесь сделать именно место для ребенка, чтобы было какое-то ее личное пространство, где будут там игрушки, всякие штучки, дрючки детские, для того, чтобы у ребенка тоже было свое место. И установила вот этот шкаф с открытыми полками. Мне кажется, он идеально сюда вписался, потому что, полноценный шкаф — это дорого, а открытый какой-то стеллаж — это на самом деле не так уж и дорого, и мне кажется, в положении мамочки, которая здесь снимает квартиру, это очень даже то, что ей нужно. Чем дешевле, чем больше туда помещается, тем лучше. Вот этот маленький уголок и для ребенка, который я решила сделать, я просто туда напихала игрушек, вот этих светяшек, которые мне очень нравятся. Я обожаю этого жирафа, и обязательно я добавила ковер для того, чтобы ребенку было комфортно находиться в его уголке. Мне кажется, получилось очень даже уютненько, комфортненько. И потом можно заменить в этом месте, поставить уже письменный стол, когда ребеночек подрастет. Вот так вот получилось достаточно уютно, комфортно, как мне показалось. Я бы тоже жила в таком доме, квартире точнее. Мне очень понравилось, надеюсь, вам тоже понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока!